Привет, ребята! Я никогда не думал, что буду снимать такое видео, но YouTube расист. Он ненавидит индуизм и не хочет, чтобы ютуберы снимали видео об индуистских храмах. Это потому, что руководство YouTube искренне считает индуистские храмы грязными варварскими местами, которые нормальные люди не должны видеть. И я вам это докажу. Многие из вас знают, что 2 года назад YouTube удалил часть моих видео, а также демонетизировал некоторые ролики и даже угрожал забанить мой канал. Я выкладывал ролик о возможности бана. Но затем YouTube понял, что допустил ошибку, и принял решение этого не делать. Но выполнил ли он свое решение? Нет. Он по-прежнему демонетизирует многие из моих видео, а также налагает различные ограничения. Я решил промолчать. Просто я не люблю всякие такие драмы. Все, что я хочу делать, это исследовать древние места. Но то, что сейчас делает YouTube, это не просто анти-Правин Мохан. Это конкретно антииндуистская позиция. Например, мое последнее видео. Я показал почти 40 древних резных фигурок, и всем им более 1000 лет. Но YouTube наложил на него ограничения. И он говорит, что это не просто ограничение по возрасту, это оскорбительный контент. Ну и, соответственно, никакой рекламы для этого видео. И все потому, что, согласно YouTube, древние индийцы были варварами и жестокими. Но это настоящие индуистские боги и герои, которым поклоняются и сегодня. Это реальные святыни. На них можно увидеть свежую пасту из куркумы, потому что им поклоняются местные жители. Но YouTube считает, что нет, это неправильно. Таких индуистских храмов не должно быть, их нельзя показывать другим. Конечно, вы можете подумать, что я слишком остро реагирую, потому что YouTube забанил мое недавнее видео. Нет, и я покажу вам другой пример. YouTube также ограничил и демонетизировал это видео. И я даже не знаю почему. Все, что я знаю, это то, что я показал каких-то странных существ, 2 из которых сидят на 2 других. И почему-то это не подходит для большинства зрителей потому, что эти существа не скрыты. Я подал апелляцию на ручную проверку. И знаете что? Они вручную просмотрели его, а потом решили, что да, для нормальных людей оно не подходит. Но почему? Потому что эти рисунки из индуистского храма, а YouTube расист. Вот почему. И я вам это сейчас докажу. Вот еще одно короткое видео. YouTube считает, что индуистские храмы нарушают его политику в отношении секса и наготы. Большинство из вас меня знают. Я никогда не говорю об эротике или интимных частях резьбы. Я даже не использую ругательства в своих видео. Но почему же я говорю, что это расизм? Потому что те же стандарты не применяются за пределами Индии. Давайте выберем случайное видео о древней истории. Это музей в Афинах, в Греции. Позвольте мне просто случайно показать вам. Вот обнаженная женщина. А вот уже обнаженный мужчина. Но почему же это не запрещено? Почему это не ограничено по возрасту или не считается неуместным? Я могу показать вам все видео в этой колонке, показывая тот же музей или другие европейские музеи с множеством обнаженных статуй. И YouTube без проблем показывает их всем, потому что все они показывают белых людей. И все они были древними греками. Почему же варварские и грязные правила наготы на них не распространяются? Эти правила применяются только в том случае, если индийские статуи выглядят так же. Это единственный вывод, который я могу придумать. Докажите, что я не прав.
В чем разница между этой статуей и этой статуей? Просто расизм. Я думаю, что YouTube по своей сути является индуисофобским. Я знаю, что многие из вас подумают о моем последнем видео, что это из-за насилия, ритуалов самоубийства, отрубания голов и так далее. Допустим, что YouTube не расистский. Тогда почему же не запрещены видео о японских самоубийствах? И почему это видео не забанили? Это то же самое насилие, разве не так? Единственная причина в том, что это не индийские, а греческие боги. Если я сниму видео о том, как индийские боги убивают кого-то, YouTube полностью ограничит это видео, заявив, что оно неуместно. Я думаю, что люди, управляющие YouTube, искренне верят, что индуизм не является хорошей религией, а индийские храмы не подходят для посещения всеми. И к этому прилагается очень зловещая и спланированная повестка дня, потому что YouTube ведет экономическую войну против индуизма. Я уверен, что он ограничил видео многих ютуберов, которые показывают индуистские храмы. Но большинство ютуберов не говорят, что YouTube делает это с их видео. Вместо этого они просто перестанут показывать индуистские храмы. YouTube потихоньку начал ограничивать и демонетизировать видео, на которых изображены индийские резные фигурки без одежды, что есть практически в каждом древнем храме. Так что теперь ютуберы боятся и не выкладывают древнюю резьбу из Индии, а со временем перестанут выкладывать видео и о самих древних храмах. И это то, чего хочет YouTube. Потому что YouTube не хочет выживания или возрождения варварской и грязной религии. Но это неправильно. YouTube должен понять, что так выглядят все индуистские боги. И это мои боги, и каждый день им поклоняются миллиарды других людей. И наши боги убивают злодеев. YouTube должен исправить свою политику и разрешить древнюю индийскую резьбу без каких-либо ограничений. Да, индуистские боги и древние индусы часто бывают обнаженными, точно так же, как и греческие боги или другие древние боги из других культур. Я не могу показать индуистских богов, размывая части их тела, собственно, я этого делать и не буду. Я не перестану писать о древних храмах. YouTube должен прекратить свою расистскую программу. YouTube должен признать, что древние индуистские храмы — это нормальные места, которые каждый может увидеть. Пожалуйста, распространите эту информацию. Я не знаю, как это сделать, но, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы YouTube услышал нас. Спасибо, ребята, и пока. Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.